Всем привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике. Потому что реальные обзоры и тесты. Это видео будет особенно интересно тем, перед кем стоит задача укомплектовать небольшую или, давайте уж без лишней дипломатии, даже откровенно маленькую кухню. В Москве, например, уже несколько лет на первичном рынке жилья стабильно растет доля весьма небольших квартир, таких студий, апартаментов площадью 30, 20, 15, а то и 10 квадратных метров. Спрос есть, поэтому растет и предложение. И вот тут задача сделать маленькую кухню функциональной, удобной, все нужное разместить на небольшой площади. Сделать это можно, причем не лишая себя, скажем так, базовой такой кухонной комплектации и возможности кулинарных экспериментов. Подробности далее в нашем видео. Духовка – это современный аналог очага. Но что делать, если места на кухне для очага крайне мало? Правильно, разместить на ней компактный очаг, в нашем случае узкую духовку. В сравнении со стандартной шириной 60 см вы экономите около 15 см. Ширина узкой духовки обычно 45 см. Именно такая у нас здесь, это узкая духовка Simfer. Ссылка на нее есть в описании видео. На ее примере мы разберем возможности узких электрических духовок. Уступают ли они в этом плане стандартным моделям? Конечно, объем узкой духовки поменьше, 49 литров, в случае вот с этой духовкой против 60-70 у полноразмерных. Вы удивитесь, но это, в общем, единственный, если хотите, минус. По всем остальным характеристикам это нормальная современная духовка. Чтобы не быть голословным, я решил проверить духовку выпечкой. Если печет хорошо, значит и духовка хорошая. Так говорила моя бабушка. Пока я расскажу главное об этой духовке, она будет печь круассаны. Тут в комплекте с духовкой, кроме классических противней и решетки, есть еще вот такая круглая форма, противень для пирогов. Его используем просто не для пирога, а для круассанчиков. Духовку разогрели до 180 градусов, используем режим конвекционного нагрева. Кстати, о режимах нагрева. Вот эта конвекция, которую мы используем для приготовления круассанов, она действительно реальная конвекция. Тут вокруг вентилятора есть кольцевой нагреватель, что способствует максимально эффективному распределению горячего воздуха. Это важно для приготовления, по сути, любых продуктов и блюд. Плюс это уменьшает время приготовления и расход электроэнергии, потому что за счет активного движения горячего воздуха, быстрее приготовление. А еще вы можете готовить сразу на 2-3 противнях. Картофель, например, можно запекать на одном, а на другом курочку или круассанов побольше. Это все тоже благодаря реальной конвекции с кольцевым теном и вентилятором. В общем, для узкой духовки это очень хороший момент. Далеко не в любой модели так. Остальные режимы нагрева, в общем, классические. Есть верхний и нижний нагрев, универсальный такой, режим. Противень ставим посередине и готовим, в общем-то, все что угодно. Есть комбинация этого режима с вентилятором, который распределяет горячий воздух по всему объему духовки. Гриль плюс гриль с конвекцией. Опять же, с грилем работает интегрированный вентилятор. В общем, готовь не хочу. В кулинарном плане владелец такой вот узкой духовки в целом никак и ничем не ограничен. Разве что ногу баранью не запечешь, хотя если она небольшая, в общем, нужно пробовать и смотреть. Очистка духовки. Здесь можно использовать пар. Есть специальный температурный режим, духовка нагревается до 70 градусов. Не забудьте налить немного воды в противень и через 30 минут выключайте, дайте немного остыть и протирайте стенки духовки, без проблем удаляйте загрязнения. Но я всегда говорю, что как бы не было лень, лучше после каждого использования быстро привести духовку в порядок, чем потом мучиться и оттирать загрязнения, образовавшиеся за месяц, а тем более, если вы интенсивно готовите. Плюс, кстати, тут эмаль внутри рабочей камеры, она термостойкая, easy clean, и несложно очищать, но опять же, конечно, если не запускать. Здесь простое и понятное управление, 3 поворотных регулятора, выбор режима нагрева, выбор рабочей температуры. Причем, посмотрите, тут доступны как высокие температуры, для приготовления
классического такого в духовке, так и довольно низкий. А это значит, что можно духовку использовать для сушки овощей, фруктов, для приготовления методом су-вид даже. Кто не знает, это когда в вакуумных пакетах при невысокой температуре готовится еда, и вкусно получается, и полезно. Плюс тут есть таймер с отключением нагрева, по прошествии заданного времени. Тангенциальное охлаждение тут реализовано, простыми словами, духовка сама защищает мебельный профиль, в который она встроена. Это возможно благодаря работе дополнительного вентилятора и созданию своего рода воздушного контура вокруг духовки, препятствующего излишнему нагреву мебели. Плюс тут еще два стекла в духовке, внутреннее съемное, удобно промыть, если нужно. И такая неплохая теплоизоляция получается. Наши круассаны. Как видите, то, что духовка узкая, ее объем меньше стандартного, не повлияло отрицательно на качество выпечки. А если с выпечкой все окей, то, повторю слова моей бабушки, духовка и с остальными блюдами и продуктами справится. Ссылка на эту духовку Симфер из нашего видео внизу в описании. Там еще и промокод на скидку. Кстати, эта модель есть разных цветов. У нас вот черного, а есть еще белая, бежевая и металлик с черным стеклом. Под любые варианты дизайна кухни. У нас здесь для удобства съемки техника разнесена и установлена, вот так, в разных местах. Но у вас на кухне, конечно, над духовкой может быть варочная поверхность. Куда же без нее. Так вот, к таким узким духовкам можно легко подобрать узкую же 45 сантиметров ширина варочную поверхность. У нас тут газ, она черная. И тоже, кстати, есть и белая, и бежевая, и стальная. Плюс, если нужен полностью электрический комплект, то есть, конечно, и электрические варки 45 сантиметров. Далее близко знакомимся с этой газовой варочной поверхностью Симфер. Как и в случае с духовкой, уменьшение размеров влияет на, скажем так, вместимость. В данном случае тут 3 комфорки вместо привычных нам 4. Но это вообще-то немало, тем более, что одновременно мы, согласитесь, редко занимаем все комфорки. 1 или 2 обычно во время готовки. Очень важный момент — это универсальность подключения варочной поверхности к, собственно, газу. Это может быть магистральный газ, могут быть газовые баллоны или газгольдер. Жиклеры для любого типа подключения есть в комплекте. 3 газовых комфорки, здесь разные мощности, что логично. Самая мощная на 3000 Вт, но она как бы вынесена немного отдельно. Тут вполне можно разместить большую глубокую сковороду, если захотите приготовить что-нибудь паназиатское, например, да просто картохи много нажарить. Все 3 комфорки с автоподжигом, спички не нужны, и все 3 с газ-контролем. Если пламя погаснет по какой-то причине, убежит что-то или задует сквозняком, то тут же перекроется подача газа. Это все безопасная эксплуатация. Управление, оно простое, понятное, такое привычное. Регуляторы поворотные, можно настраивать интенсивность пламени. Естественно, такая хорошая вариативность в этом плане. Решетка для посуды съемная, с интересным двухслойным керамическим покрытием современным, которое выдерживает хороший вес, то есть и тяжелые кастрюли тоже, плюс температуру до 1000 градусов. Это реально современное решение, которое к тому же хорошо смотрится. Есть даже ощущение, что это чугун. И я еще решил немного поиграть тут с кастрюльками и сковородками на этой варочной поверхности, чтобы самому убедиться. И надеюсь вам показать, что хоть поверхность и узкая, но в целом тут можно и одновременно готовить на разных комфорках. Конечно, когда что-то объемное, типа вот как эта сковородка, то с остальным придется подождать. Но не каждый же день так. А в целом тут есть вариативность в плане размещения посуды разных размеров. Ссылки на всю технику из видео внизу в описании. Промокод на скидку для наших зрителей там же. Возвращаемся к духовкам. Вернее так. Бывает, что на кухне или в кухонной зоне, сейчас же часто квартиры-студии, нет места, чтобы духовку встроить, даже узкую. Или просто не хочется людям, или дача, и как-то некуда тоже особо встраивать. Не предусмотрено, что называется.
а хочется иногда запечь что-то, испечь, вот приготовить. Знакомьтесь, еще одно компактное решение мини-печь Симфер. Компактное и мобильное. В случае дачи легко привезти и увезти после сезона обратно. Еще сейчас набирает популярность такой вид отдыха, как путешествие в автодомах. Туда, в автодом, такая мини-печь тоже логичный вариант. Шириной она, как обычная духовка, но высота и глубина, конечно, меньше. По объему у нас такой средний вариант, 45 литров. Есть модели меньшего объема, а есть и большего, даже на все 70 литров, но это уже как стандартные такие духовки. Опять используем круглый противень, тут он тоже в комплекте. И опять проверим духовку выпечкой. У нас штрудель на этот раз. Также разогреваем изначально печь и выпекаем в режиме верхний и нижний нагрев с вентилятором. Конструкция печи не предусматривает вентилятор с теном вокруг него, как было в духовке. Так что что-то такое максимально приближенное выбираем. Здесь есть все нужные базовые режимы нагрева. Кроме уже обозначенного конвекционного, есть классический нагрев сверху и снизу, снизу и снизу с вентилятором. Это все пригодится для разных блюд. Есть рекомендации в инструкции, плюс есть еще книга рецептов в комплекте. Хотя, конечно, по большей части будете пользоваться верхним и нижним нагревом или комбинацией этого режима с вентилятором конвекционным. 3 уровня для противней тут. Ну, конечно, не буду советовать вам готовить сразу на 2 или 3 уровнях. Все же в таких печах, не предусмотрено такое. Эмаль тут легкой очистки, плюс вполне можно организовать паровую очистку. Налейте в противень немного воды, поставьте минут на 30, температуру 80 градусов, потом пусть все остынет и сотрите загрязнения. Кстати, температура тут устанавливается от 40 градусов до 240, что дает возможность на низких значениях готовить йогурт, например, сушить продукты. В общем, такая кулинарная вариативность есть. Двойное остекление дверцы, как у стандартных духовок в этом смысле, так что и теплопотери уменьшены, и безопасность, менее нагрето наружное стекло, но лучше все равно не пытаться до него дотронуться во время готовки. По управлению тут все понятно, классика, поворотные регуляторы выбора режимов и температуры. Плюс выбор времени приготовления, но это таймер без отключения. Он обозначит, что время истекло, но отключать нагрев нужно самому. Кстати, вообще как кухонный таймер для контроля времени его можно использовать. Пора вынимать штрудель. Мы видим, что, как и с круассанами из узкой духовки, со штруделем из мини-печи все в порядке. То есть не надо бояться, что габариты техники как-то повлияют на качество, именно на качество приготовления блюд. Во всяком случае, с выпечкой все отлично. У нас, кстати, есть большое видео про мини-печи. Мы там курочку готовим в разных моделях. Ссылка на экране и оставим в описании видео. Там же внизу и ссылка на эту мини-печь Симфер, которая отлично себя показала. Ну и, как водится, есть разные цвета у этих мини-печей. Прям вообще какое-то невероятное разнообразие. От белой до цвета металлик или розовой, красной, даже фиолетовой. Вы все видели сами. Смысл в том, что сейчас на любую кухню, даже очень маленькую, даже дачную, даже в автодоме или другой вариант, там живете один или пара, вам, возможно, и не нужна подобная техника стандартных размеров. Так вот, можно подобрать во всех этих ситуациях нужную технику и кухню оптимально укомплектовать, чтобы точно все базовые возможности, которые должны быть у кухни, связанные с приготовлением еды, с тепловой обработкой продуктов, в общем, с приготовить что-нибудь вкусненькое, были реализованы. Есть такие приборы, узкие, компактные, их немало, в частности, турецкая марка Симфер, у них большой ассортимент подобные техники и цены, кстати, если посмотреть на сайте, совсем не космос, вполне норм, что называется, для широкого круга пользователей. Не забудьте про промокод на скидку на технику Симфер, он на экране и есть в описании. И гарантия еще на технику 5 лет.
5. Вообще поискать такое надо. Плюс еще у Simfer более 200 сервисных центров по стране, что тоже важно. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами реальная от нее польза. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми заинтересованными в теме. Заходите еще на Toster.ru. Есть мы на Яндекс.Дзене, в Телеграме и в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте. До новых обзоров и тестов. Пока!